Доброго хорошего дня всем зрителям моего канала, моим подписчикам и просто гостям. Сейчас мы с вами на канале «Вязание крючком» с Ольгой Головатой. Также хочу вам напомнить, что у меня есть еще один канал, который я посвятила вязанию спицами. Приглашаю вас заглянуть. Ссылку на канал вы найдете в описании под этим же видео. Сегодня на этом канале я хочу представить вашему вниманию снова новый очередной красавец, ажурный узор, который связан крючком. Образец, который вы видите на экране, я связала из хлопка более плотного. Это хлопок бегония турецкого производства. И крючком фирмы Тулип номером 1,5 мм головка крючка. Вязать наш узор мы будем из этой же пряжи и этим же крючком. Раппорт нашего узора будет состоять из 4 арочек наборных в ширину и 16 рядов в высоту вместе с шахматным порядком. Мы сегодня свяжем 8 рядов, это половина раппорта, и обязательно сделаем переход на шахматный порядок. Ну что ж, давайте возьмемся за работу, давайте одолеем этот узор. Наш маленький тренировочный образец мы будем вязать из той же пряжи, того же цвета и тем же крючком номером 1,5 фирмы Тулип японского производства. Набираем первую петельку. Затягиваем хорошенько узелок и вяжем 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Делаем 4 накида на крючок. Возвращаемся в первую петельку и провязываем столбик с 4 накидами. Закрепили 2 петельки вместе. Это первая арочка раппорта. Вяжем следующую снова. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Снова 4 накида на крючок. Возвращаемся в петельку соединения под 2 дужки между арочками и провязываем столбик с 4 накидами. И снова закрепили 2 петельки вместе. Вторая арочка раппорта, вяжем третью. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. 4 накида на крючок и под 2 дужки провязываем столбик с 4 накидами. Связали, закрыли 2 петельки вместе и еще одна арочка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. 1, 2, 3, 4 накида на крючок и провязываем столбик с 4 накидами. Мы набрали 4 арочки. Это есть раппорт узора. И вот так вот мы набираем столько повторений по 4 арочки, сколько вам понадобится для ширины вашего изделия. Но я для показа сегодня наберу еще 2 раппорта. Я набрала 12 арочек. Это 3 повторения узора. И вот сегодня будет у нас вот такой вот большой образец, чтобы полностью увидеть все развороты, половинку при поворотных рядах и целый раппорт. Ну а отсюда начинаем вязать наш первый ряд. Вяжем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Теперь, заходя за цепочку, мы вытягиваем петельку, провязываем ее и растягиваем. 1, точно так же 2, 3, 4, 5
6, 7 и 8. Теперь мы входим в петлю первую, вытягиваем еще одну петельку, протягиваем через все петли на крючке и провязываем эту петлю. Возвращаемся опять в ту же петлю, делаем еще один соединительный столбик. И с этого уголка у нас будет половинка нашего веера. Теперь мы вяжем 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Эту арочку мы пропускаем. И под следующей арочкой мы вяжем 4 столбика без накида. 1, 2, 3 и 4. Вяжем одну воздушную петельку и переходим под следующую арочку. Снова вяжем 4 столбика без накида. 1, 2, 3 и 4. Мы с вами связали сейчас первый ряд угловой, половинку раппорта. И теперь переходим на полный раппорт. Отсюда мы снова вяжем 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Пропускаем эту арочку. Между арочками петля соединения. Вот мы ее полностью пропустили и зашли в петлю соединения между арочками. Вяжем столбик без накида. Теперь вяжем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И провязываем такую же улиточку. Заходим по цепочку, вытянули петлю, провязали ее и растянули. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Теперь вернулись все в ту же петельку соединения, откуда мы вяжем эту улиточку. Вытянули еще одну петлю, протянули ее через все петли на крючке, провязали, вернулись опять в эту же петлю, сделали соединительный столбик. И вяжем снова 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. И повторяем такую же улиточку. Вернулись опять в петельку, откуда мы ее вяжем, вытянули еще одну петлю, протянули через все петли на крючке, провязали и все из той же петли еще один соединительный столбик. И теперь мы снова вяжем 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Арочку мы пропускаем и в следующей арочке мы вяжем 4 столбика без накида. 1, 2, 3 и 4. Воздушная петля. В следующей арочке опять вяжем 4 столбика без накида. И мы с вами связали уже полный раппорт нашего узора. И переходим опять на следующий. Вяжем 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Пропускаем следующую арочку. Между арочками петля соединения. Входим крючком, провязываем столбик без накида и вяжем опять 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Вяжем улиточку
вошли в петлю, откуда мы вяжем эту улиточку, вытянули еще одну петельку, протянули через все петли на крючке, провязали эту петлю и все из той же петли еще раз соединительный столбик. Снова 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. И еще одна улиточка. Вытянули 8 петель, вернулись в петлю основания, вытянули еще одну петлю, протянули эту петлю через все петельки на крючке, провязали ее и еще раз из той же петли соединительный столбик. И вяжем 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Опять арочку пропускаем. В следующей арочке вяжем 4 столбика без накида. 1, 2, 3 и 4. Воздушная петля. В следующей арочке снова 4 столбика без накида. 1, 2, 3 и 4. И у нас последний уголок. Вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 воздушных петель. Заходим в последнюю петельку, провязываем столбик без накида. Вяжем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. И в конце у нас вяжется только лишь одна улиточка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Мы вытягиваем из петли, откуда мы это вяжем, протягиваем через все петельки на крючке, провязываем эту петельку и из той же петли делаем соединительный столбик. И мы с вами связали первый ряд. Теперь отсюда вяжем следующий, второй ряд изнаночный. Вяжем 3 воздушные петельки. 1, 2 и 3. Разворачиваем вязание. У нас вот есть дужки этой улитки. Берем вторую и третью дужку и провязываем столбик без накида. Теперь вяжем 2 воздушные петли. 1, 2. И берем вот последние 2 дужки, которые у нас видны. И снова провязываем столбик без накида. Теперь мы вяжем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Вот у нас столбики, между веерами столбики без накида. Мы пропускаем первый столбик, начиная со второго. Вяжем 7 столбиков без накида. Первый, следующий, второй, третий столбик без накида. Четвертый у нас вяжется под воздушную петлю. Пятый, шестой и 7. И 1 в предыдущем ряду остается. Снова вяжем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Подошли к полному целому раппорту. Опять под 2 дужки подхватывая, провязываем столбик без накида. 2 воздушные петли.
И снова подхватываем на этой же улиточке 2 дужки, провязываем столбик без накида. Между улиточками 1 воздушная петля и опять подхватываем 2 дужки, провязываем столбик без накида, 2 воздушные петли и в конце этой улиточки снова находим 2 дужки, провязываем столбик без накида и вяжем снова 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Здесь между веерами точно так же мы должны связать 7 столбиков без накида. Первый мы пропускаем, начиная со второго. 1, 2, 3, под воздушную петлю, 4, 5, 6 и 7. И с этой стороны у нас тоже в предыдущем ряду остается 1 столбик без накида. И снова вяжем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Опять точно так же. Под 2 дужки с одной стороны провязали столбик без накида, 2 воздушные петли и по 2 дужки с другой стороны снова провязали столбик без накида. Воздушная петля, повторяем то же самое. И опять у нас идет переход. Мы здесь вяжем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Здесь у нас должно быть 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, под воздушную петлю 4 и дальше 5, 6 и 7. И заканчиваем ряд, вяжем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. И на этой ракушке точно так же берем первые 2 дужки, провязываем столбик без накида, 2 воздушные петли и следующие 2 дужки провязываем столбик без накида. Мы с вами связали второй ряд изнаночный и теперь переходим на третий ряд нашего узора. Провязываем воздушную петлю и в первый же этот столбик без накида предыдущего ряда провязываем столбик без накида и вяжем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. И под эту цепочку делаем улиточку. Вытянули 8 петель, возвращаемся в тот же столбик без накида, еще одну петельку вытянули и протянули через все петли, провязали, снова вернулись сюда же, в этот же столбик без накида, сделали соединительный столбик. И с другой стороны предыдущего веера есть тоже столбик без накида, мы провязываем в него столбик без накида, вяжем 6 воздушных петель, 1, 2, 3, 4, 5 и 6 и делаем улиточку.
Возвращаемся в этот же столбик без накида, вытянули петельку, протянули через все петли, провязали эту петлю и из этой же петли сделали еще один соединительный столбик. Мы с вами связали уголок, половинка. У нас уже в третьем ряду получается над первым 2 улиточки. Дальше мы вяжем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4 и 5. Теперь переходим между веерами. У нас столбики без накида, и в этом ряду у нас их будет 5. Первый пропускаем и вяжем 1 столбик без накида, 2, 3, 4 и 5. Теперь снова вяжем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И переходим к полному вееру. В этом ряду у нас вот 2 улиточки предыдущие. Соответственно, в этом ряду у нас получится 1, 2, 3, 4. Над каждым столбиком, вот в каждом столбике без накида, мы должны связать улиточку. Столбик без накида, вяжем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. И делаем улиточку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Вытянули 8 петель, вернулись в этот же столбик без накида, еще одну петельку вытянули, протянули ее через все петли, провязали и из этой же петли сделали еще раз соединительный столбик. И перешли под следующий столбик без накида, вяжем столбик без накида, снова 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Делаем улиточку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Вошли в эту же петлю, еще вытянули петельку, протянули, провязали и закрепили соединительным столбиком. Над первой улиткой предыдущего ряда мы сделали 2 улитки, и теперь делаем еще 2. Опять следующий столбик без накида, провязываем столбик без накида, вяжем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Вяжем улиточку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. В эту же петлю вошли, вытянули еще одну петельку, протянули через все петли, провязали. Из этой же петли сделали еще один соединительный столбик, и над этим веером последняя улиточка. Вот столбик без накида, мы переходим, провязываем столбик без накида, вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6 воздушных петель, делаем улиточку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Вошли в эту же петлю, вытянули еще одну петельку, протянули, провязали, вернулись сюда же, сделали соединительный столбик. И вот у нас веер начинает увеличиваться из вот таких вот улиточек. Первый ряд у нас 2 улитки, второй ряд у нас 4. Мы снова отсюда вяжем 5 воздушных петель,
Раз, два, три, четыре, пять. И здесь столбики без накида. У нас тоже должно их получиться здесь 5. Раз, два, три, четыре и 5. Связали. Вот у нас получился полный раппорт. Угловой и полный раппорт. Теперь мы повторяем еще один такой же раппорт. Вяжем сейчас 5 воздушных петель. Здесь мы вывязываем 4 улиточки. И опять переход. 5 воздушных петель, 5 столбиков без накида, 5 воздушных петель. И здесь у нас на уголке будет 2 улиточки. Довязываем этот ряд самостоятельно. И вот у нас есть уже связано 3 ряда. Четвертый ряд, он будет практически повторяться, как и второй. Вяжем 3 воздушные петли. Раз, два, три. Разворачиваем вязание и берем первые 2 дужки, провязываем столбик без накида, 2 воздушные петли и последние 2 дужки провязываем столбик без накида. Воздушная петля, снова начальные 2 дужки подхватываем, провязываем столбик без накида, 2 воздушные петли и берем последние 2 дужки, провязываем столбик без накида. Теперь у нас здесь вяжется 4 воздушные петли. Раз, два, три и 4. И соответственно здесь у нас будет на 2 столбика меньше. Мы вяжем, пропуская первый, посередине 3 столбика без накида. Раз, два и 3. Опять 4 воздушные петли. Раз, два, три, 4. И на полном веере у нас 4 эти ракушки. Мы над каждой ракушкой провязываем столбик без накида, 2 воздушные петли и еще один столбик без накида. Воздушная петля между ракушками. Следующая ракушка. Столбик без накида, 2 воздушные петли и снова столбик без накида. Воздушная петля. Опять столбик без накида, 2 воздушные петли и столбик без накида. Воздушная петля между ракушками. И последняя ракушка. Подхватили 2 дужки. Провязали столбик без накида, 2 воздушные петли и провязали еще один столбик без накида. Опять вяжем 4 воздушные петли. Раз, два, три и 4. И здесь у нас 3 столбика без накида. Раз, два и 3. И мы снова переходим на полный веер. Вяжем 4 воздушные петли. И здесь над каждой ракушкой вяжем столбик без накида, 2 воздушные петли. Между ракушками воздушная петля. И так мы тоже довязываем до конца ряда. Связали 4-й ряд до конца. И теперь переходим на 5-й ряд. Вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание и опять в первом же столбике провязываем столбик без накида и вяжем 6 воздушных петель. Раз, два, три, 4, 5, 6. Вяжем улитку. Девятая петля идет со столбика, из которой мы вяжем эту улитку. Протягиваем эту петлю, провязываем. И еще раз из этой же петли делаем соединительный
столбик. Дальше у нас получается следующая петелька. Над этой же улиткой провязываем столбик без накида, вяжем 6 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять и 6. Снова вяжем улитку. Девятую петельку вытянули, протянули ее через все петли, провязали и вернулись в этот же столбик без накида, сделали соединительный столбик. Переходим под следующую улитку, опять вяжем столбик без накида. Раз, два, три, четыре, пять, 6. Вяжем улитку. Девятую петельку вытащили из столбика, протащили через все петли, провязали эту петлю, вернулись опять в тот же столбик, сделали соединительный столбик, и у нас получается последняя улитка. Вяжем столбик без накида. Раз, два, три, четыре, пять и 6. Вернулись, сделали еще одну петлю, ее протянули через все петли, провязали и вернулись в эту же петлю, сделали соединительный столбик. Вот у нас угол, и получилось уже раз, два, три, 4 улитки. И теперь у нас вяжется 3 воздушные петли. Раз, два, три. И здесь у нас остается один столбик без накида. И снова вяжем 3 воздушные петли. Раз, два и 3. Здесь у нас полный веер. И у нас количество улиток сейчас получится здесь 8. Вяжем столбик без накида. 6 воздушных петель. Раз, два, три, 4, 5 и 6. Делаем улиточку. Первая улиточка. Дальше следующий столбик без накида. Это будет следующая улиточка. И получается у нас над каждой улиточкой теперь должно быть опять 2 улиточки. Мы связали первую, вторую, теперь будет третья, четвертая, пятая, шестая и седьмая и 8. Вяжем этот веер. Ну вот, мы связали полный веер. У нас получилось раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 улиток. 2 улитки, 4 улитки, 8 улиток. Каждых 2 ряда в лицевом ряду улитки увеличиваются вдвое. Дальше мы опять вяжем 3 воздушные петельки. От улитки 3 воздушные петельки. Здесь столбик без накида, 3 воздушные петельки. И повторяем такой же раппорт. Снова переход 3 воздушные петельки, столбик без накида, 3 воздушные петельки. И здесь половина раппорта, соответственно, у нас будет 4
улитки. Вяжем ряд до конца самостоятельно. Ну вот у нас уже связано 5 рядов. И теперь мы делаем 6-й ряд. Отсюда мы точно так же поднимаем 3 воздушные петли. И в принципе делаем то же самое. Под каждой улиточкой мы провязываем столбик без накида 1, 2 воздушные петли и столбик без накида 2. Воздушная петля, снова столбик без накида 1, 2 воздушные петли и столбик без накида 2. Воздушная петля, снова провязываем столбик без накида 1 раз, 2 воздушные петли и столбик без накида под той же улиткой 2 раз. Воздушная петля. В этой улитке, в этой половинке последний у нас идет. Мы вяжем столбик без накида, 2 воздушные петли и еще раз столбик без накида. И сразу же подхватываем наш полный веер. Под улиткой вяжем столбик без накида, 2 воздушные петли и столбик без накида, воздушная петля. И получается, что мы обвязываем вот так вот весь ряд. Между улитками, между большими веерами у нас нет ни единой петли. Без всяческой воздушной петли сразу же перешли под следующий веер. И точно так же мы вяжем и этот ряд полностью до конца. Ну вот мы связали до конца 6-й ряд. Разворачиваем вязание. Вот что у нас уже получается. И теперь вяжем 7-й ряд. Он у нас очень простой. У нас получается вот такие вот здесь вот маленькие арочки под каждой нашей вот этой вот улиточкой. Вяжем воздушную петлю и в эту арочку провязываем 4 столбика без накида. Следующая арочка 4 столбика без накида. Следующая арочка. 1, 2, 3 и 4. И следующая арочка. И перешли под большой веер точно так же. Если мы вязали по 2 улиточки, то теперь под вот эти вот 2 воздушные петли мы вяжем 4 столбика без накида. И снова перешли на следующий веер. Под следующую арочку вяжем 4 столбика без накида. Итак, мы вяжем тоже этот ряд до конца. Ну что ж, мы с вами связали уже 7 рядов нашего узора. Вяжем 8-й ряд. Делаем 3 воздушные петли. 1, 2 и 3. Разворачиваем вязание. И мы вот эту вот цепочку крепим за 2 дужки, вот сюда опускаясь ниже.
Теперь вяжем 7 воздушных петель. Раз, два, три, 4, 5, 6 и 7. И провязываем столбик без накида. Мы пропускаем вот этот полукруг первый над следующим полукругом по центру. Связали. Теперь у нас выемка между веерами. Мы вяжем 7 воздушных петель. Раз, два, три, 4, 5, 6 и 7. Делаем 3 накида на крючок и провязываем со следующего веера столбик с 3 накидами. Петельку оставляем на крючке. Снова 3 накида на крючок. Следующая вот эта вот выемка, это над улиткой. Мы опять провязываем столбик с 3 накидами. Петелька на крючке. Раз, два, три. Следующая над следующей улиточкой. Снова провязываем столбик с 3 накидами. Петелька на крючке. И еще раз. Раз, два, три. Над следующей снова вяжем столбик с 3 накидами. Теперь 4 столбика мы соединяем в одну вершинку и провязываем следующей петлей. Вяжем 3 воздушные петли. Раз, два, три. И подхватывая предпоследнюю и последнюю дужку вот этих вот столбиков, делаем соединительный столбик и вяжем 7 воздушных петель. Раз, два, три, 4, 5, 6 и 7. И теперь над следующей нашей улиткой мы провязываем столбик без накида. Снова вяжем 7 воздушных петель. Раз, два, три, 4, 5, 6 и 7. Теперь вот центр наших улиток. Считаем раз, два, три, 4. Между четвертой и пятой мы опускаемся, подхватываем 2 дужки и провязываем столбик без накида. И снова вяжем 7 воздушных петель. Раз, два, три, 4, 5, 6 и 7. Над вот этой вот улиткой, над следующей, мы провязываем столбик без накида. И теперь снова у нас выемка. Вяжем 7 воздушных петель. Раз, два, три, 4, 5, 6 и 7. Здесь мы снова заполняем выемку. 3 накида на крючок. Над следующей улиткой провязываем столбик с 3 накидами. Раз. Снова 3 накида на крючок. Столбик с 3 накидами. 2. Снова 3 накида на крючок. Следующая улитка. Столбик с 3 накидами. 3. И еще раз. Со следующей улитки столбик с 3 накидами. Теперь 4 столбика мы сводим в одну вершинку. Провязываем следующей петлей. Вяжем раз, два, 3 воздушные петли и третий, 4 столбик. За дужку делаем еще раз соединительный столбик и вяжем 7 воздушных петель. Раз, два, 3, 4, 5, 6 и 7. И следующая улитка провязываем столбик без накида. Теперь вяжем опять 7 воздушных петель. Раз, два, 3, 4, 5, 6 и 7. Раз, два, три, 4.
по центру опускаемся, подхватываем вот эти вот дужки четвертой и дужку пятой улитки и провязываем столбик без накида. Снова вяжем 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. И опять получается, что мы вяжем вот здесь вот столбик без накида. Теперь вяжем 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. И заполняем опять выемку. 3 накида на крючок. Над следующей улиткой мы делаем столбик с 3 накидами. 1, 3 накида на крючок, столбик с 3 накидами. 2, 3 накида на крючок, столбик с 3 накидами. 3. И еще один столбик с 3 накидами. Мы собрали эту выемку вот такими вот столбиками. Теперь соединили эти столбики в одну вершинку, провязали следующей петлей, вяжем 1, 2, 3 воздушные петли, берем третью дужку и четвертую дужку, делаем соединительный столбик и заканчиваем этот ряд. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Следующая улитка, столбик без накида. И здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. И под последней улиткой мы опускаемся и подхватываем 2 дужки, провязываем столбик без накида. И мы с вами завершили 8 ряд. Давайте посмотрим. В принципе, очертания нашего узора уже хорошо видны. Теперь мы, в принципе, делаем все то же самое, только мы располагаем узор в шахматном порядке. Теперь в этом углу в начале у нас будет половинка вот этого вот треугольника. А здесь, соответственно, будет вывязываться наш веер. И для этого мы вяжем одну воздушную петлю и под первую же арочку вяжем 4 столбика без накида. Теперь снова вяжем 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. А из вот этой вот маленькой арочки, мы ее подготовили в предыдущем ряду, провязываем столбик без накида и начинаем новый веер в шахматном порядке. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и вяжем 8 вытянутых петель. Связали. Теперь вошли в основание. Здесь у нас уже есть колечко. Вытянули еще петлю, протянули, провязали еще раз. И из этого же колечка соединительный столбик. И вяжем снова 1, 2, 3, 4, 5 и 6. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Из колечка из основания еще одна петля. Протянули ее через все петельки, провязали. И из этого же колечка сделали еще раз соединительный столбик. И снова вяжется у нас 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. И теперь получается, что наш конус будет вот
в этих вот двух арочках. Мы вяжем под арочку 4 столбика без накида, воздушная петля и под следующую арочку 4 столбика без накида. И теперь снова вяжем 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. У нас опять основание для большого веера. Провязываем в основании столбик без накида. Вяжем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Вытягиваем 8 петель. Из основания еще одна петля, протянули через все петельки, провязали, из основания соединительный столбик. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. И еще раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Из основания вытянули еще одну петлю, провязали все петельки, эту петлю провязали и сделали из основания соединительный столбик. И снова делаем 7 воздушных петель. В этих двух арочках у нас вяжется по 4 столбика без накида и 1 воздушная петля. Так мы довязываем опять до конца ряда. И в конце ряда мы связали 7 воздушных петель. Теперь вот у нас арочка. Вяжем 1, 2, 3, 4 столбика без накида. Провязываем 1 воздушную петельку и делаем еще 1 столбик без накида. Мы с вами сделали переход этого узора на шахматный порядок. Давайте сделаем еще один ряд. Теперь смотрите, мы снова вяжем воздушную петлю. Под воздушную петлю мы провязываем столбик без накида и вяжем еще 3 столбика без накида. 1, 2 и 3. 1 столбик мы не довязали. И, соответственно, у нас эта цепочка уже уменьшается. С каждым рядом на 1 петлю мы вяжем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. И под нашими улиточками столбик без накида, 2 воздушные петли и столбик без накида. Воздушная петля, снова столбик без накида, 2 воздушные петли и столбик без накида. И теперь у нас вяжется 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. И, соответственно, вот наш треугольничек. 1 петлю мы пропускаем, вяжем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Под перемычку 4, 5, 6 и 7. Получается 7 столбиков без накида. И снова переходим к вееру. Так вяжем ряд до конца. И думаю, что нет смысла продолжать вывязывать опять большие веера, потому что мы делаем все то же самое, только расположение нашего веера уходит в шахматный порядок. Ну а теперь давайте еще раз посмотрим
большой образец. Вот снова перед вами красавец узор. Вот такие вот красивые получаются ракушки. Очень красиво смотрится, очень нарядно. Вот эти вот все ракушечки у нас выпуклые и выглядят они очень оригинально. Это лицевая сторона узора. И вот так вот будет выглядеть изнаночная сторона этого узора. В начале видео я не говорила, что можно таким узором вязать. Я думаю, очень многое. Веерные узоры выглядят всегда благородно во всех вещах. Но, предупреждаю, этот узор получается чуть-чуть плотным. А так как я его еще вязала на грубоватой пряже, то он у меня получился достаточно плотненьким. Конечно, переносить этот узор можно на любые другие пряжи, ну и, естественно, из этого узора может получиться, ну, просто шикарная, красивейшая шаль. Также таким узором можно вязать кардиганы, можно делать отделки, можно пробовать делать платья, можно делать какие-то кофточки. Это уже будете вязать то, что позволит вам ваша фантазия. Ну а я на сегодня буду с вами прощаться. До новых встреч, до новых идей и до свидания.